Если вы отдыхаете в Северной Греции, вам обязательно стоит побывать в замке Платамон. Он расположен у поселка Паралия Пантелеймонос на высоком холме, стоящем недалеко от моря. Это византийское строение находится вблизи юго-восточного склона горного хребта Олимп. Крепость не случайно построили на границе Македонии и Фессалии при входе в Темпейскую долину. Такое расположение имело стратегическое значение. Название замка происходит от названия холма и переводится как «камень, отполированный морем». По другой версии указывает на большое количество платана в этом районе. Замок тут был создан в византийский период с 7 по 10 века и принадлежал одному из предводителей 4-го крестового похода Бонифацию Монферратскому, который передал его ломбардскому рыцарю Роландо Писку. На месте старого сооружения новый владелец в 1204 году начал строить новую цитадель. Оборонительный комплекс занимал всю вершину холма и по периметру имел форму многоугольника. При знакомстве с замком вы увидите, что он имеет высокую наружную стену, которая усилена башнями, расположенными с неравномерными интервалами. Оборонительное строение имеет укрепленный вход, расположенный на юго-восточной стороне. Там же находится разрушенный барбакан. Высота стен составляет от 7,5 до 9,5 метров, а их толщина от 1,5 до 2 метров. Между двумя воротами главного входа находилась башня, которая пока не восстановлена. На северо-восточной стороне замка расположена центральная башня восьмиугольной формы. Длина каждой из ее сторон более 4 метров, высота 18 метров, а толщина стен 2 метра. По соображениям безопасности, вход в эту твердыню находился на высоте 3,5 метров от поверхности земли. Входить можно было лишь по специальному деревянному подъему. Центральная башня состоит из 4 уровней: подвала, служившего цистерной воды во время осады, цокольного этажа, 1 и 2 этажей. Примыкающие к башне стены делят помещение на 4 части. Центральная башня построена в 15 веке и похожа на подобные башни в греческих Салониках, турецком Стамбуле и в Румынии. Когда гуляешь по замку и смотришь на эти величественные стены, ты представляешь всю его боевую историю. Кажется, что еще вчера тут шли кровопролитные бои. Кстати, с высоты стен крепости открывается замечательный вид на всю окрестность. Лучшего места для памятных снимков вам не найти. В начале 13 века замок перешел в руки властителя Эпира, деспота Феодора Комнина. Далее обладателем замка стал деспот Михаил II Комнин-Дука. А в 1259 году Платамон перешел к византийскому императору Михаилу Палеологу. Со второй половины XIV века замок временно использовался в качестве тюрьмы, где содержались восставшие против императора Иоанна V Палеолога. В 1385 году туркам удалось захватить замок, но вскоре они были оттуда выбиты. При этом около сотни пленников были сожжены. Затем замком владели венецианцы, стремящиеся контролировать морское побережье. В 1425 году турки совершили неудачный штурм замка. Тогда захваченных в плен турецких солдат сожгли живьем. Но через 2 года туркам все же удалось захватить замок, и они владели им вплоть до греческой революции. В XIX веке греки захватывали замок несколько раз, но окончательно его удалось освободить лишь во время Балканских войн. Во второй половине XIX века в замке пребывало около 25 артиллеристов с 5 орудиями. Часть из них сейчас находится на территории крепости. В то время здесь было 16 жилых домов. В 1897 году замок при захвате был поврежден орудиями греческих кораблей. Во время Второй мировой войны крепость также пострадала от немецких бомбежек. На территории замка сохранились остатки церкви Святой Проскевы. Во время турецкой оккупации она была превращена в мечеть. При турецком владении стены замка были наращены в высоту, особенно с южной стороны. Это было вызвано угрозой нападения пиратов и вооруженных греческих отрядов. Во время раскопок на территории крепости, проводившихся в конце XX века, были обнаружены следы эллинистической стены IV века до нашей эры. Это подтверждает предположение, что на этом месте находился древнегреческий город Ираклион. При раскопках внутри замка были обнаружены руины 3 храмов, построенных в византийский период и восстановленных в XVII веке, что указывает на существование тут небольшой христианской общины. Когда мы решили совершить прогулку к этой крепости, то не ожидали, что там будет настолько интересно. Оказалось, что внутри она выглядит намного солиднее, чем снаружи.
Советуем пойти туда самостоятельно, а не заказывать экскурсию. Во-первых, найти замок несложно, во-вторых, вас никто не будет подгонять, и вы сможете наслаждаться стариной сколько угодно. Желающим побывать в замке следует знать, что для посещения он открыт ежедневно. Время пребывания на территории с 8 до 15 часов. Стоимость входного билета составляет всего 3 евро.